Всем привет, мои друзья! Сегодня мы на канале Тадж Махал, и мы расскажем, сколько стоит построить дом в 2024 году. Расскажем и покажем, как мы утепляли фасад, как делали отмостку, заливали подпорную стенку под забор и многое другое. Сколько это стоило и с чем пришлось столкнуться в этом выпуске. Погнали! Окна были уже на объекте, и мы приступили к их выгрузке. Окна решили поставить самостоятельно, дабы сэкономить бюджет. Ориентировочно такая работа составляет около 25 тысяч рублей в нашем регионе. На установку 8 средних и одного большого окна мы потратили 2 дня работы. Окна крепили на нагеля, возможно, многие скажут, что закреплены они неправильно и должны были крепиться на пластины, но мы устанавливаем так, и ничего страшного я в этом не увидел, сделав то же самое на своем доме. Самое, конечно, сложное оказалось установить огромное треугольное окно, так как оно оказалось очень-очень тяжелое. Огромное спасибо ребятам, кто помог мне установить это треугольное окно, так как один я бы точно не справился. По итогу был выбран 40-й стеклопакет, 70-й профиль, стекла были заказаны притонированные, энергосберегающие, 238 тысяч стоили сами окна и 25 тысяч сэкономлено было у нас на установке этих окон. Так как окна были уже установлены, можно было приступать к утеплению фасада. Фасадный пенопласт был приобретен на производстве 100-й толщины. 140 квадратных метров утеплителя обошлись нам в 49 197 рублей с учетом доставки. Также при утеплении фасада мы использовали минерально-ватную плиту, на которую потратили 13 800 рублей. Ее, правда, нам не хватило, пришлось искать еще одну пачку. Но так как был уже выходной, нам помогла строительная площадка с мусорным контейнером, где кто-то любезно выкинул как раз одну пачку нашего утеплителя. Тем самым помог нам сэкономить более 3000 рублей. Минерально-ватную плиту было решено применять снизу, чтобы мышь не могла пробраться в наш фасад, и также вокруг окон, что предусмотрено нормами пожарной безопасности. Ну а пока ребята занимались утеплением фасада, я решил навести порядок на участке, собрал весь чермет и повез его сдавать. По итогу удалось собрать газель всякого хлама и заработать с этого 3400 рублей. Об этом есть у нас отдельный ролик на канале. Не хочешь пропустить ни один выпуск, подписывайся на наш телеграм-канал и инстаграм-канал. Там мы выкладываем больше фотографий и видео с нашей стройплощадки. Также нам потребовалась пена и фасадные уголки, на которые мы потратили 8844 рубля. Медь для приклеивания утеплителя, фасадная сетка, грибки и многое другое мы купили на базе, потратив на это 46 013 рублей. Правда, ребята ошиблись немного с количеством смеси для приклеивания утеплителя, но ничего страшного, мы ее увезем на другой объект. Пока одни ребята занимались приклеиванием фасадной сетки к нашему фасаду, другие занимались отделкой откосов. Ребята выполняли работу достаточно шустро, и за один день им удалось закрыть клеем 140 квадратных метров фасада. Изначально я планировал делать фасад наполовину АМК панелями, а верхнюю часть сделать декоративной штукатуркой. Но начав переговоры с компанией от АМК, мы не пришли к общему знаменателю, и сервис оказался у них, на мой взгляд, на нуле. В общем, совет мой такой: хотите стены из кирпича, берите и стройте кирпичные стены, и не выдумывайте ни с какими там панелями АМК, потому что, на мой взгляд, это полнейшая шляпа. В любом случае, внешний вид будет не такой, как кирпичная стена, а зачем переплачивать за то, что не выглядит по-настоящему натурально и красиво. Поэтому лучше кирпичных стен ничего еще не придумали. Фасад был подготовлен к нанесению декоративной штукатурки, и нам нужен был вызвать бобкэт, чтобы распланировать наш участок и подготовить его к заливке крыльца и подпорных стен для забора. Весь крупный строительный мусор, такой как куски блоков, кирпичи и бетон, мы закинули обратно в крыльцо. Делать такое не рекомендую, так как крыльцо даст последующему усадку, но в нашем случае мы его хорошо заармировали, просыпали песком и плюсом ко всему залили еще 15 сантиметров бетона. Срезав лишний грунт по площадке, мы распланировали наш участок, рассыпав наш чернозем, который мы приготовили еще изначально, когда копали ленточный фундамент. Грунта хватило практически полностью рассыпать по всему участку, засыпав не совсем хороший грунт, который был срезан. На работу бобкэта мы потратили 7000 рублей и также приобрели стойки для нашего забора на 19 440 рублей. Забор и флунки под столбы мы также приобрели кирпича на 7650 рублей для наших 2 колонн, которые будут у нас на крыльце, и заказали миксер с бетоном для нашего крыльца и бетонирования столбов на 24 700 рублей. Марку бетона, как обычно, выбрали 250-ю. Ребята приготовились к самым веселым стартам в этом году, так как бетон пришлось под столбы заливать при помощи ведер и ванны.
так как заказчик, то бишь я, решил сэкономить на бетонном насосе. А чтобы не потратить лишних денег за простое миксера, ребята сначала залили лунки бетоном, а потом уже вставляли столбы, когда бетон немного схватился. Столбы были установлены, и мы приступили к утеплению цоколя и монтажу отмостки. Для утепления цоколя мы использовали экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм. Крепили его также на фасадный клей и дюбеля. Ну а чтобы клей лучше держался на утеплителе, прошли его щеткой по металлу. Утеплитель обошелся нам в 13 997 рублей. Арматура для отмостки обошлась нам в 14 892 рубля. Арматуру вязали с шагом 25 на 25 сантиметров. Диаметр арматуры был выбран шестерка. Также для отмостки нам понадобился рубероид, на который мы потратили 4282 рубля. И КАМАЗ песка для обратной засыпки, за который мы отдали 8000 рублей. Вот наш победитель за самый креативный комментарий. Свяжись со мной, и я отправлю тебе наш подарок. Подушка из песка была выполнена, сверху постелили рубероид и начали вязать арматуру 6-го диаметра. Еще нам предстояло собрать опалубку для балки, которая будет над входной группой. Габаритные размеры балки были 40 см на 30 см с арматурой 12 диаметра, а хомуты для этой балки использовали из 6 диаметра. Учитывая прошлые замечания, стали делать отмостку с участками, разделенными по 3 метра, так как не совсем эстетично смотрится, когда отмостка со временем лопается. Для этого и закладывается брусок, который выполняет роль деформационного шва. Подготовительные работы были завершены, и мы пригласили миксер с бетоном для того, чтобы залить отмостку и также залить балку, которую мы армировали. Машина с бетоном обошлась нам в 38 550 рублей. Марка бетона была выбрана М250. Отмостку удалось залить за 1,5 часа, поэтому за простой мы отдали всего 1250 рублей. Пока ребята растаскивали раствор на тележках и разравнивали его при помощи правила, я поехал за штукатурной смесью под названием шуба. Шуба была у нас 2 мм, цвет белый, чтобы поменьше уходило краски для того, чтобы покрасить фасад. На шубу мы потратили 14 248 рублей, и качество данного производителя оказалось, на мой взгляд, очень даже неплохое. Но в тот день сильно лил дождь, и я сильно переживал, что мы не успеем нанести эту шубу на стену, а ее просто смоет со стены. Так как ребята умудрились замешать практически 10 мешков в одной большой ванне. Хорошо, что ближе к обеду погода распогодилась, и мы уже к 3 часам дня успели полностью закончить весь фасад. Пока фасад набирал прочность, мы приступили к изготовлению ступеней и выполнению подпорной стенки вдоль забора. Для того, чтобы верхняя площадка была выровнена, было место отличное под парковку, и также вода с дороги не лилась на участок. Для изготовления опалубки нам понадобилась старая доска, и также пришлось докупить еще немного новой. На новую доску мы отдали 21 125 рублей с учетом доставки. Саморезы и гвозди обошлись нам в 1045 рублей. Ну и конечно нам понадобился миксер с бетоном, за который мы отдали 38 750 рублей. Ступени получилось залить у нас достаточно быстро и аккуратно, что не скажешь с подпорной стеной. Подпорную стенку при заливке бетона, так как количество бетона было у нас большое, немного выдавило. Часть бетона пришлось сливать в ванной и на металлический лист, чтобы когда бетон немного встал, можно было вручную уже досыпать этот бетон обратно в опалубку. Поэтому не торопитесь при приемке бетона и хорошо проверяйте опалубку, чтобы ее не разорвало и не выдавило. Вывалившийся бетон на землю – это потерянные деньги. А у нас задача сэкономить на этом строительстве, а не потерять лишнего. После того, как бетонные работы были завершены, мы приступили к покраске фасада. Для того, чтобы качество покраски было высокое, мы взяли в аренду специальный аппарат. Данный аппарат обошелся нам в 1700 рублей, это за сутки. Количество краски с ним ушло, конечно, больше, чем при нанесении валиком, но укрываемость просто великолепная, и качество получилось на высоте. Краску мы взяли от фирмы Marshall и сказали, что она с каким-то специальным латексным покрытием, которое не даст выгореть ей достаточно быстро. За краску мы отдали 29 171 рубль. Надеюсь, что не впустую. Но теперь только покажет время, насколько она оказалась хорошей и как нам хорошо ее прорекламировали. Итак, подведем итог.
Фасадные работы обошлись мне в 134 400 рублей. Работы по утеплению цоколя вышли в 16 800 рублей. В следующем выпуске я расскажу, сколько обошлись мне бетонные работы и сколько я потрачу денег на монтаж забора из профильного листа. Ну что, мои друзья, подведем итог. На строительство дома в прошлой серии мы потратили 3 миллиона 342 тысячи 27 рублей. Данная серия обошлась нам в 500 584 рубля. Итого мы потратили 3 миллиона 842 тысячи 611 рублей. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Всем спасибо и до новых встреч, друзья!